Гонконг, 6 серия. Прошло уже несколько дней после китайского Нового года. Иностранцы бегут из Гонконга. Каждый второй прохожий спрашивает, все ли у меня в порядке, но я продолжаю исследовать Гонконг. А в этой серии мы отправимся с вами в район мультимиллионеров, а также посмотрим, как некоторые жители проводят свои выходные и ищут суматоху из-за дефицита масок. А в самом конце я покажу крохотную квартиру моего друга Макса. Приятного просмотра. Рядом с торговым центром девчонки устанавливают палатку. Здесь променад. Так что есть подозрение, что палатки можно ночевать не только в лесу, походу, то даже в центре можно это делать. Сейчас я нахожусь в центре одного из маленьких островов. Вот мне помахали рукой тоже. Вот, девчонки собирают палатку. Их никто не прогоняет. Просто они посидели какое-то время, сейчас уходят. Потому что сегодня суббота, и люди, учитывая, что у них маленькие квартирки, то они выходят время проводить, как я уже говорил, как и мусульмане, и другие ребята. Либо идут в церковь, либо проводят время просто в парке. Это происходит не по всему, конечно, Гонконгу, но в определенных частях Гонконга. Видимо, здесь, скорее всего, районы мусульманские, поэтому люди собираются именно в таких местах. Плюс здесь есть большие площади, потому что в остальных местах довольно сложно встретиться большому числу народа. И помимо всего того, это такое центральное место острова, поэтому со всего острова люди собираются именно в этом месте. Ну, я так предполагаю. Примерно так это выглядит. На улице довольно сильный ветер, и он еще и прохладный. Но людей это не останавливает от того, что встретиться и пообщаться со своими друзьями или даже родственниками. Почти все гонконговцы стеснены жилищными условиями. В конце я вам покажу квартиру Макса, и вы поймете почему. Ведь квартиры многих это где-то 10-15 квадратных метров. И это не комнаты, а именно квартиры. Вот девушки делают педикюр прямо на улице. А здесь женщина снимает все происходящее на видео. Приятного аппетита, мадам. А это, кстати, похоже даже на семейную встречу. И такое происходит во многих местах города. Хотя, если честно, мне немножко странно, что такие места предпочитают каким-нибудь местам на природе. Потому что в Гонконге огромное количество пляжей, гор, холмов, даже национальные парки есть. И практически до любого места можно добраться на общественном транспорте. Мне кажется, или это все-таки выглядит, как будто девушки здесь просто сидят и отдыхают. Дышат свежим воздухом, так скажем. А еще мне показалось странным, что практически нет парней на улицах. А нет, вот, кстати, пару парней есть. И они решили объединить приятное с полезным. Дышат свежим воздухом, заодно приторговывают контрафактными товарами. Вау, а что тут творится? Если так и дальше дело пойдет, то меня скоро начнут за дреды дергать. Хотя кого я обманываю, мне не привыкать. Уже несколько раз, кстати, видел, как такие огромные картонки то ли раздавали, то ли продавали. Но из личного опыта могу сказать, что сидеть на картоне куда теплее, чем стоять. Вот так вот выглядят китайцы, которые боятся вирусов. Перчатки, маска, очки и дезинфектор для рук. И они боятся подходить даже. И такие очереди за масками по всему городу. То есть это не одно место, где сегодня был с утра. Уже как минимум вторая точно за сегодня. И я несколько таких очередей видел до этого. Оказывается, очередь продолжается еще здесь. И люди еще продолжают занимать очередь. И не факт, что вообще даже половина купит маски. Вот эта вся толпа налетела на меня, когда я достал пачку с масками, которые мне подарили, наверное, почти 2 недели назад. И вся очередь, которая стояла, ждала, пока откроется магазинчик, аптека. Но, к сожалению, в аптеке не оказалось масок, поэтому все как дикари налетели на меня, когда увидели у меня в руках пачку.
Но я не стал зарабатывать на ней, я продал по себестоимости, потому что, ну, как-то на несчастье не очень хочется зарабатывать. Но когда я продал одну пачку, меня начали расспрашивать. Вначале тетка одна отказалась, не хотела брать. Потом вторая, как увидела, что та отказывается, сразу выхватила из рук, такая, давай я куплю. Первая тетка начала, я первая. Начали, короче, спорить. В итоге, короче, забрали пачку, как я и планировал продать. И люди начали спрашивать, типа, есть ли еще. Я говорю, нет. И я открыл рюкзак, чтобы положить свои вещи внутрь. И люди сразу налетели, такие, давай, доставай, типа... Ой, ну да, это, конечно, и смешно, и забавно, но, с другой стороны, маска, она не спасает ни от чего практически. Поэтому, ну, я не считаю, что произошло что-то плохое, что люди не купили маски. Может быть, даже будут здоровее, потому что не будут заражать себя своими же бактериями. Ладно, продолжу свой путь. Вот это вся очередь за масками, потому что их сегодня подвезли, видимо, и все люди стоят за масками. Вот такая вот огромная очередь. Все ждут маски. Ну, скорее всего, маски подъехали. А сейчас я покажу, как добраться до туалета. Вообще, как его найти? Вот нету никаких вывесок, ничего нет. С этой стороны тоже никакой информации нет. Ну, видно, что обратной стороны баннера нет. Здесь вот кафешка, есть туннель. Ну, хорошо, идем сюда. Здесь у нас просто выход. Вот выход, и ничего больше нет. Никакой информации. Идем по туннелю сюда. Здесь тоже нет. До сих пор нет ничего. Здесь на двери тоже пусто. И вот он, туалет. Почему так? Необъяснимо, но факт. На самом деле здесь туалет намного чище, чем многие туалеты у хостов, потому что здесь их убирают, я не знаю, раз в 5, наверное, в день. Поэтому здесь очень чисто, аккуратно, если даже посмотреть. Здесь все чистенько, даже водички нет. Потому что здесь и пол чистый, то есть все аккуратно, чисто. Вот я и дорос до того, что я чищу зубы в туалете в общественном. Первый раз в жизни такое, но чему быть, тому не миновать. Так вот, что касается плохих вещей, которые меня настигли, это первое, после Нового года люди просто не обращают внимания на баскеров, те, кто занимается чем-то на улице. Во-вторых, сейчас из-за вируса в Китае очень много инфекций, и люди просто боятся людей, во-первых, без маски, во-вторых, иностранцев, потому что они считают, что иностранцы разносчики зараз. Но я здесь уже намного раньше, чем зараза начала распространяться, но об этом никто не интересуется. И в-третьих, из-за заразы в Китае отменили многие полеты, потому что страны закрывают свои границы. Мне пришлось надеть маску, потому что мужик рядом со мной пытался помыть руки, но не мог этого сделать, потому что он просто боялся, что все время смотрел на мое лицо. Как я начал надевать маску, он спокойно. Так что необходимо надевать маску так же, как этот молодой человек. Желательно, чтобы только брови торчали. Сейчас я нахожусь в офисе у Джеффа. Пытаюсь сейчас поменять билет. Билет до Бангкока вместо Ханоя. И общаюсь уже больше, чем полчаса. И за это время мне еще не поменяли билет. Сейчас отправляюсь в горную местность. Там живут только богатые люди, поэтому я хочу поковыряться там в мусорках и попробовать попродавать картины, потому что, к сожалению, я расскажу чуть-чуть попозже, к сожалению, что произошло. Но на данный момент ситуация не очень хорошая, поэтому у меня осталось пару дней в Гонконге, и мне надо попробовать заработать как можно больше денег, плюс по возможности посмотреть как можно больше красивых видов и всего остального, к примеру, как вот сейчас вот здесь. Это тяжело передать словами, но водитель просто носится как королевой. Я честно еле держусь. Я держусь одной рукой, держу еще телефон, и мне всегда сложно удержаться.
Я не шучу, вот сейчас вот я действительно еле удержался одной рукой, как бы, чтобы меня сейчас вот тормозить жестко. Надо стоять крепко на ногах. Вот, кстати, что я хотел показать. Это цена билета. Первая цена — это стандартная цена, то есть это минимальная цена. Следующая цена 4,9. Это цена до определенной станции. То есть нужно плюсовать. Если хотите доехать до дальней станции, то нужно доехать до Стэнли Виллидж. Стоит 8,5, 4,9 и вот третья сумма. И получается, билет будет стоить уже в районе 15. Таким вот дорогам, то есть прям тяжело удержаться. Еду в двухэтажном автобусе, потому что это тоже наследие Англии. Поэтому здесь дороги очень маленькие, узкие. И чтобы перевозить много пассажиров, становятся двухэтажные автобусы. Вот лезется на второй этаж. Здесь уже дорога более спокойная, к сожалению, слишком ярко не видно. Дорога слишком спокойная, уже более спокойная. До этого мы просто ехали по дикому серпантину. Водитель носится как на легковой машине. Это, конечно, незабываемые приключения, после которых даже не нужно в Диснейленд отправляться. А вот он и прекрасный вид, ради которого я сюда приехал. Это просто божественно. Вот это красота. Очень красиво. Жалко, конечно, камера это не передает. Здесь, конечно, довольно много домов. И, как мне сказали, здесь одни из самых дорогих домов, потому что здесь шикарный вид, как я понимаю. И плюс закрывается еще. То есть, и это, кстати, уже море. Здесь уже выход в Китайское море. Плюс все окружено еще горами, холмами. Короче, мне не посветовать здесь, потому что мое место уже занято. Рисую я такую картину. Подходит тетя и спрашивает: не хочешь ли ты покушать? Я такой: да, я бы не отказался. Ну, как-то, может быть, не очень скромно, но я ответил честно: да, я бы не отказался покушать. Она говорит: ладно, я посмотрю, что у меня дома есть. И она приносит через свою служанку мне батон хлеба. И бутылка воды. Да, это, честно говоря, немножко забавно было. Ну ладно, спасибо и на этом на самом деле. Последние дни в Гонконге были очень продуктивными для меня. Вот, кстати, несколько моих работ. А вот поздним вечером я уже отправляюсь к своему очень хорошему приятелю по имени Макс. Заодно вам покажу обычную квартиру за 600 евро в месяц. Я просто хотел заснять вагон, но в середине вагона я увидел вот такого вот веселого парня. Ну вот, мы приехали к Максу, и Макс живет на 10 этаже. Это общий коридор и внутренний колодец дома. Люди сушат свою одежду в пролете, либо в общем коридоре, потому что в квартире физически места нет для этого. А еще канализационные трубы снаружи дома. Я боюсь представить, что будет, если одну из них прорвет. Еще над каждым окном висит кондиционер. А вот и квартира Макса. Макса, к сожалению, нет дома. Кровать. Вот здесь еще одна кровать была. И все. И это вся квартира. Вот Макс пришел домой. Мы как раз с ним встретились. Огромное спасибо этому человеку. Он просто человек с широкой душой и огромным сердцем.
помогал. Я не знаю, сколько раз он просто спасал меня, поэтому огромное спасибо Максу. Макс, thank you very much. You're welcome. Вот в таких вот условиях живут гонконговцы. Если честно, немножко даже как-то жалко. Ну, Гонконг классный. Вот здесь тоже вот очень много таких квартир.